Глава. Женщина, у которой месячные, не возмещает пропущенные молитвы. Джабир и Абу Саид передали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: она оставляет молитву. Хадис под номером 321. Передается слов Муазы о том, что одна женщина спросила Айшу, да будет доволен ею Аллах: следует ли кому-нибудь из нас после очищения совершать молитвы, пропущенные ею во время месячных? Айша сказала: ты что, из Харуры? При жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, у нас тоже были месячные. Однако он не повелевал нам делать этого. Или она сказала: однако мы не делали этого. Глава. Не возбраняется спать в одной постели с женой, у которой начались месячные, и которая одета в свою одежду. Хадис под номером 322. Передают со слов Абу Саляма о том, что Зайнаб бинт Абу Саляма рассказывала ему, что Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: однажды, когда я лежала вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, укрывшись в хамилии, у меня начались месячные. Я потихоньку покинула его, взяв с собой одежду, предназначенную для подобных случаев, и надела ее. А когда вернулась, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: у тебя начались месячные? Я ответила: да. И тогда он подозвал меня и уложил вместе с собой под ту же хамилю. Зайнаб бинт Абу Саляма сказала: и Саляма, да будет доволен ею Аллах, рассказывала мне о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, нередко целовал ее во время соблюдения им поста. И мы с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, часто купались из-за полового осквернения, из одного и того же сосуда. Глава. О той женщине, которая использовала одежду, в которой у нее начались месячные, помимо чистой одежды. Хадис под номером 323. Сообщается, что Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: однажды, когда мы лежали вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, накрывшись хамилией, у меня начались месячные. Я потихоньку покинула его, взяв с собой одежду, предназначенную для подобных случаев, а когда вернулась, он спросил: у тебя начались месячные? Я ответила: да. Тогда он подозвал меня, и я снова легла с ним, укрывшись той же хамилией. Глава. Участие женщины, у которой начались месячные, в праздновании обоих праздников и обращениях верующих к Аллаху со своими мольбами, и то, что им следует держаться на стороне от места молитвы. Хадис под номером 324. Сообщается, что однажды Атыя, да будет доволен ею Аллах, сказала: я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пусть молодые девушки и сидящие за занавесками, и женщины, у которых начались месячные, выходят из своих домов и принимают участие в благих делах и обращениях верующих к Аллаху со своими мольбами. Однако тем, у кого начались месячные, желательно держаться в стороне от места молитвы. Атыю спросили: ты говоришь, и женщины, у которых начались месячные? Она сказала: а разве во время месячных они не принимают участие в стоянии на Арафате и не делают то-то и то-то? Аллах Всевышний сказал: не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах. Коран. Сура Аль-Бакара.
аят 228. Хадис под номером 325. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, о том, что однажды Фатима, бинт Абу Хубайш, спросила пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Истечение крови продолжается у меня постоянно, и я никак не могу очиститься. Так не прекратите ли мне совершать молитву?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей в ответ: «Нет, поскольку это уже венозная кровь, а не менструальная. Однако прекращай молиться в те дни, когда обычно у тебя месячные, а когда этот период закончится, совершай полное омовение и снова молись». Глава. Желтые и тусклые выделения после завершения месячных. Хадис под номером 326. Сообщается, что Атыя, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мы не придавали никакого значения тусклым и желтым выделениям». Хадис под номером 327. Передают со слов Айши, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что Хабибы бинт Джахш были хронические кровотечения в течение 7 лет, и она спросила об этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он велел ей искупаться и сказал: «Это венозная кровь», и она купалась для каждой молитвы. Глава. О том случае, когда месячные у женщины начинаются после обхода Каабы, Таваф аль-Ифада. Хадис под номером 328. Сообщается, что жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, у Софии бинт Хуяй начались месячные». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Она может задержать нас. Разве она не совершала обход вместе с вами?» Люди ответили: «Да». А он сказал: «Тогда уезжай». Хадис под номером 329. Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Женщинам, у которых начались месячные, было позволено уезжать из Мекки, если они совершили обход Таваф аль-Ифада». Хадис под номером 330. И Ибн Умар вначале говорил, что она не уезжает. Потом я слышал, как он говорил: «Она уезжает, ибо посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволил им это».